Волчья стая не просто сплоченный коллектив. Это словно единый организм, способный выполнять самые сложные задачи и выживать в наиболее суровых условиях. Лишь полная самоотдача и абсолютная преданность лидеру помогают выстоять в неравных схватках. Но порой даже в дружной семье все может пойти не по плану, и малейшая провинность грозит привести к самому печальному исходу. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и сегодня вы узнаете, чем могут обернуться разногласия с членами стаи. Серые волки занимают вершину пищевой цепи на большей части северного полушария. Площадь их владений огромна, а потенциальная добыча порой превосходит хищника во много раз. Одной грубой силы здесь недостаточно, и лишь благодаря грамотным действиям вожака стая может успешно охотиться, расширяться и процветать. Чаще всего альфа сам планирует нападение и берет на себя самые сложные роли. Волки не умеют разговаривать, но у них необычайно богатый язык тела, который сигнализирует о настроении, намерениях и положении в стае. Альфа-самец регулярно показывает свою силу, а остальные демонстрируют полное подчинение. Он гордо стоит в полный рост, подняв уши и хвост, а окружающие словно принижают себя, доказывая свою лояльность. Однако такое положение дел устраивает далеко не всех. Вожак первым притрагивается к пище, к тому же лишь доминантная пара имеет право на размножение, что часто вызывает зависть, особенно среди молодых и полных сил самцов, ведь многие из них не прочь занять место лидера. Порой эти особи выражают свое недовольство, но задача альфы – моментально пресекать любое неповиновение. Даже у превосходящих в размерах особей не так много шансов занять его место, ведь за плечами вожака богатый опыт, позволяющий поставить на место любого выскочку. В зависимости от тяжести нарушения в стае волков существует гибкая система наказаний, от публичного предупреждения до физического воздействия, порой очень болезненного. Поэтому перевороты внутри стаи случаются очень редко. В большинстве случаев это связано со смертью лидера. И у несогласных остается лишь один путь – покинуть стаю и попытаться примкнуть к другой или основать свою собственную. Волк-одиночка не подчиняется законам соседей, но, как и другие волки, он хочет обрести свою семью. Поэтому, будучи в отличной форме, чужак может бросить вызов альфа-самцу. Вожак не прощает такой дерзости и обрушивается на противника всем своим весом, пуская в ход мощные челюсти. Однако тот готов стоять до конца, и между волками разворачивается ожесточенная схватка, в ходе которой задействуются невероятно болезненные атаки. Укус за морду – фирменный прием альфа-самца, которым он показывает свое превосходство, но во время настоящей схватки невероятно мощные челюсти используются в полную силу. В ответ одиночка также применяет запрещенный прием, пытаясь повредить ногу соперника, что может сработать, ведь хромой волк обречен на гибель. В итоге измученные и уставшие дуэлянты расходуют последние силы, но ни один не хочет уступать. Похоже, что чужак берет верх, однако в последний момент вожаку удается подняться и показать, кто здесь главный. Несмотря на ужасную боль, он все же отстаивает свое право на лидерство и возвращается к стае, а одиночке приходится удалиться. Хотя вожак проявляет милость далеко не всегда. Границы владений священны для любой стаи, и даже непреднамеренное нарушение может обернуться яростным преследованием. Словно потенциальная добыча, беглец загоняется лучшими спринтерами. У него все еще есть шансы спастись бегством, но любое промедление, и ему вряд ли удастся уйти. Разгневанные хищники впиваются в тело врага, и лишь альфа-самец может помешать им осуществить задуманное. Хотя в данной ситуации все обошлось. Возможно, потому что нарушителем оказалась самка, и вожак не увидел в ней серьезной угрозы.
При этом самки также могут заслужить суровое наказание, особенно со стороны альфа-самки. Не только она желает иметь свое потомство, но подобные прихоти под суровым запретом, и нарушение может иметь самые печальные последствия. Известен случай, когда доминантная самка не пощадила даже собственную сестру. Отношения волков намного сложнее, чем кажется. В этой ситуации покинувшая стаю самка пытается вернуться к щенкам, хотя она была всего лишь няней. Связь с малышами настолько сильна, что даже под страхом смерти она не желает уходить, в конце концов закрывая вход собственным телом. Лишь совместными усилиями членам стаи удается оттащить незваную гостью. Такой проступок мог стоить ей жизни, но, видимо, былые связи дают о себе знать, и хищники позволяют волчице спокойно удалиться. Разумеется, самые ожесточенные схватки происходят на границах охотничьих участков, где одна стая может заявить права на владение соседей. Противостояние начинается издалека. Обе стороны тщательно оценивают силы соперников, и порой этого хватает, чтобы обратить одну из сторон в бегство, ведь когда силы не равны, проще уступить земли и избежать ненужной драки. Но бывает так, что стаи схлестываются в ожесточенной битве. В таких ситуациях нет места для милосердия, поэтому у загнанного в угол соперника нет ни единого шанса уцелеть. Однако главной целью становится вражеская альфа-пара, ведь лишенные руководства волки вряд ли смогут продолжить сражение. На полной скорости альфа-самец сбивается с ног. 5-сантиметровые клыки впиваются в шею, пережимая трахею. Другой атакующий вгрызается в спину, имея все шансы повредить спиной мозг. Но в этой ситуации даже самые действенные приемы не срабатывают, и альфа-самцу удается сбежать. Богатые охотничьи угодья – залог сытости и успеха стаи, поэтому в поисках лучшей жизни вожаку приходится ставить на кон самое ценное, вплоть до собственной жизни. Кстати, на многих волках можно заметить особые ошейники. Именно они позволяют отслеживать перемещение животных и запечатлеть самые яркие моменты из их жизни. Живя и охотясь вместе, эти хищники постоянно совершенствуют социальные связи. Именно поэтому стая подразумевает гораздо больше, чем преследующие общую цель животное. Конечно, многие наказания могут показаться излишне жестокими, но лишь своевременное пресечение нарушений и строгая иерархия позволяют создать действительно эффективный организм, которому по силам как расправиться с потенциальной добычей, так и отстоять свое право на владение. Возможно, именно поэтому волки процветают в большинстве мест обитания. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!